инаугурация президента США Дональда Трампа. Уходящий бодрячок Байден многое сделал за свои 4 года, но, наверное, самую такую, что называется, неприятную напоследок он подложил Трампу, скажем, не знаю даже, как это назвать, да, вот такую, значит, остаточек ему сделал, это санкции против российских предприятий, в основном топливно-энергетического комплекса. И, насколько я понимаю, там очень много направлений. Давай, наверное, разберем, что это был за пакет санкций. Говорят, что он, наверное, самый такой был расширенный за все санкции, которые вводились после России. Ну, действительно, дембельский аккорд удался. Правда, что касается тех наших компаний топливно-энергетического комплекса, которые под эти санкции попали, абсолютное спокойствие. Очень понравилось заявление «Газпромнефти». Собственно говоря, с 2022 года все санкции против топливно-энергетического комплекса, ничего нового мы для себя не обнаружили. И вот сейчас минута рекламы. Огромное спасибо коллегам из журнала «Эксперт», которые в очередной раз доказали, что они не просто такое название себе выбрали, соответствует целиком и полностью. Действительно было не очень понятно. Вроде бы все рестрикции в отношении ТЭКа уже были. Зачем надо дублировать? Что происходит? Вот расшифровали. Расшифровали. Это действительно такой, на мой взгляд, уникальная находка. Все санкции, которые против России вводил мистер Байден, шли по его же указу номер 14024 22 года выпуска. А вот этим пакетом он перевел действие под указ Обамы 13662, который появился еще в марте 2014 года. Одним из следствий, в которого было появление закона CAA-TSA. И юридическая тонкость в том, что если все санкции Обамы, санкции Байдена на основании собственного его указа Трамп может отменить завтра к утру, то здесь, поскольку уже есть закон, отменить можно только решением Конгресса, на что уйдет от 30 до 60 суток в соответствии с американскими законами. То есть вот здесь такой тоненький нюанс. То есть даже в том случае, если Трамп, который много обещаний давал прекратить российско-украинский конфликт еще до вступления в овальный кабинет, потом за сутки, теперь за полгода, ну, теперь будет полгода как минимум. Такой вот нюанс. Если смотреть такое содержание, да, действительно появились названия, кроме «Газпромнефти», «Сургутнефтегаз» и перечень из целого, такой продолговатый, 180 наименований, судов, перевозящих российскую подсанкционную нефть. То есть нефть, которая не продается по условиям потолка цен, прайс-кап, или как он там, кап-прайс, как правильно называется. Они именные. Если помните, то одно время речь шла о том, что теневой флот, он весь из себя старенький, и, соответственно, перевозка нефти – это угроза экологическому состоянию планеты. Мы за экологию, мы за природу, мать вашу, и так далее. Там, правда, на днях какие-то специалисты посчитали, каковы были выбросы метана в результате взрывов северных потоков, но это отдельная тема. Здесь, в этом перечне, что касается судов Совкомфлота, то у них средний возраст менее 10 лет. Ну, совсем уж в анекдот превращается, что в этом списке 3 недостроенных судна, 3 недостроенных танкера класса «Афромакс», возводящиеся на судостроительном комплексе «Звезда», Нурсултан Назарбаев, Александр Бегров и Алексей Боголюбов. Ну и, кроме того, еще 3 строящихся «Афромакса», которым даже имен еще не придумали, они уже под санкциями. Вот. Замечательное совершенно решение. Но для чего потребовалось, я уже объяснил, чтобы Трампу было сложнее. При этом, если смотреть на то, что ляпает на своих страницах Всемирное информационное агентство, один Bloomberg сказал, сокращенно АБС, вот тут, по-моему, такое впечатление, что надо комментарии давать уже вроде бы не отраслевикам, а кто-то вот из медицинских специалистов должен подключиться.
Там, если читаешь сначала статьи, допустим, в том же Блумберге, сначала панигирик самим себе, мы наконец придумали, как отобрать у России прибыль, чтобы она, значит, не могла бороться с нашей демократической изо всех сил Украиной. Они посчитали, что если «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» выполнят решение Вашингтонского обкома, то есть перестанут поставлять нефть, вот она же слишком дорогая, то с рынка уйдет более 1 миллиона баррелей в сутки. И тут же в середине статьи они сами себя обрывают, потому что если действительно вот такой объем с рынка уйдет, то это будет означать рост цен, причем весьма и весьма серьезный. Даже Международное энергетическое агентство насчитало, что в этом случае профицит превращается в дефицит со всеми вытекающими для стоимости галлонов на заправках на территории Соединенных Штатов. И тут же мы памяти Бербак, прыжок на месте, там разворот на неизвестное количество градусов. Но на самом деле, конечно, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» свои поставки продолжат, поэтому волноваться не надо. Друзья, YouTube блокирует, возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. То есть, ну, вот шизофрения в чистом виде. Мы ввели санкции, что вам было плохо, но хорошо, что вы их не будете выполнять. Ну, все в порядке. Рынок отреагировал ростом стоимости фрахта. Совершенно естественная реакция, потому что можно как угодно переименовывать суда, ну, как выпасть из санкционного списка. Напишите, что был танкер Нурсултан Назарбаев, а стал там Джордж Вашингтон. Ничего не изменится, потому что International Marine Organization, Всемирная морская организация, Международная морская организация, как угодно там переводите, так же, как вот в случае с автомобилями, есть номер 6. Все. Это означает, что эти суда ничего, кроме теневой нефти, перевозить не будут. Обратно из списка не выпасть. То есть, действительно, формируются два разных флота. Один тот, который устраивает Соединенные Штаты и компанию, другая часть тех, кого не устраивает. Сосуды перестают быть сообщающимися. Соответственно, для тех, кто работает с другой нефтью на других рынках, вообще ни к чему не причастен. Он просто видит, что зафрахтовать суда становится сложнее. Возникает дефицит, пошел рост цен. Причем ряд компаний обнаружил, что рост цен троекратный. Ну, соответственно, рынок среагировал. Не сказать, чтобы там что-то из ряда вон, но нефть поднялась по стоимости к $80 за баррель, что, в общем-то, устраивает нефтедобывающие страны. Пока Трамп еще не воцарился, он там грозится во вторник к обеду подписать 200 указов каких-то. У них там свой вид спорта. По подсчетам, Байден отменил действие 90% указов, изданных Трампом. Ну, теперь, соответственно, Трамп, наверное, будет выходить на цифру 100. Капиталистическое соревнование. Банки пока еще не перестроились. По-прежнему идет борьба за зеленую повестку. Соответственно, выдача кредитов под разработку ископаемых, ну, первичных энергетических ресурсов по-прежнему дороговато, сложно и так далее. То есть вот $80 за баррель – это то, что более-менее всех устраивает. Хватает для того, чтобы не отпугнуть потребителей, чтобы рынок не обрушился в связи с тем, что $200 за баррель многовато, я лучше на телеге поезжу, как обычно реагируют в Европе. Ну и позволяет накапливать хоть какие-то ресурсы для того, чтобы продолжать заниматься разведкой месторождения, их разработкой, ну, то есть вести нормальную производственную деятельность. Сколько цена на таком уровне продержится, сказать сложно, тем более, что мы привыкли уже говорить, что выросли цены на нефть. Нет, цены выросли на фьючерсы. Фьючерсы сейчас торгуются с поставкой в марте. А вопрос, сколько стоит физическая нефть, вот черная жижа, это уже совсем другой разговор. Но, тем не менее, Россию рост цен на нефть, разумеется, устраивает. Ничего плохого в этом пока не видно. Что касается того, что поименованные суда не имеют теперь права заходить в акваторию порта, естественно, тот же Блумберг начал рассказывать о том, как встали суда на рейде, не знают, куда нефть девать. Ну,
игра государства «Поймай нефтяника за руку» идет вторую сотню лет с переменным успехом. Там, кто выигрывает, кто проигрывает, сказать сложно. Методы борьбы достаточно известны. Это либо новые порты, хотя бы там какие-то нефтяные емкости на берегу, и на этом уже все заканчивается. Либо второй вариант – это новые нефтяналивные баржи, которые выходят за пределы акватории порта, переливают подстанционную нефть, и на этом все в полном порядке. Понятно, что немножечко выше расходы, но поскольку цена на нефть растет, в общем, ничего выдающегося пока не получилось. Удивительно было то, что в этом же списке санкций персональные на физические лица на генерального директора Росатома. Генеральный директор Росатома по уставу корпорации это и есть высшее должностное лицо и высший исполнительный орган. Так у нас повелось история с 1945 года, традиции не меняются. Росатом тоже прокомментировал, что да, сложности есть, но ничего, мы ко всему готовы. Понятно, что пройдет как рокировка, вероятнее всего, заместителя Лихачева, они тоже по санкции попали. Может быть, сменится название каких-то компаний Росатом. На этом, собственно говоря, все и должно завершиться. То есть чем-то таким невероятным потрясти не удалось. И сейчас, с одной стороны, есть тенденция к росту цен на нефть, поскольку новый пакет санкций, новые суда и так далее, с одной стороны. С другой стороны, сегодня, 20 января, пришло сообщение от хуситов, что в связи с наступившим перемирием вокруг молодой израильской демократии они готовятся к открытию судоходства в Красном море. Это будет понижательная тенденция, вот где-то там равновесие должно возникнуть. Собственно говоря, вот такая у меня реакция на то, что происходит. То, что у нас все СМИ переполнены новостями об инаугурации, суровые январские морозы, поэтому инаугурация в помещении, там, в Вашингтоне до минус 5 температура по Цельсию сегодня. Это, конечно, на улице в такую погоду вообще невозможно находиться. Ждать новостей прям сразу, по-моему, на митинге недавно Трамп сказал, вот это заявление пошло о том, что он 200 указов подпишет, чтобы отменить все, что там Байден придумал. Получится у него подписать, не получится. Митинг закончился, инаугурация не состоялась. То, что мы с таким огромным вниманием за всем этим смотрим, я могу только напомнить американскую традицию. Первые 100 дней просто смотрим, что получится из всех предвыборных обещалок, что не получится, какие результаты будут. Из прочего, что Байден успел подписать инвестиции в размере 27 миллиардов долларов на зеленую повестку, то есть на строительство новых ветряных солнечных электростанций, на добычу лития, то есть там целый ряд. Будет это пересматриваться или нет, окажется влияние или нет, посмотрим. То есть я бы предложил не торопиться, не суетиться, потому что разобраться во всем, что Трамп наобещал, уже невозможно. Я думаю, что он уже сам не все помнит. Надо просто подождать. Что он будет делать реально, можно будет, наконец, перестать следить за все той же прессой, которая сообщает, что у Трампа такое настроение, сякое настроение. Будем просто смотреть, что он будет делать на своем рабочем месте. Ну, а мистеру Байдену, который нас радовал все эти 4 года своими развеселыми забегами по трапам, молодой перспективный политик вряд ли в политику уже вернется. Будем считать, что мы с ним распрощались. Ну и что касается того, что Трамп придет, порядок-то и ведет, напомню, что первые антироссийские санкции были введены как раз мистером Трампом, продолжал ту же линию, которую проводил Обама, поэтому надеяться на то, что он найдет какие-то формулы примирения, отменит все санкции, мы будем жить дружно и прочее, прочее, мир, дружба, жвачка. Давайте просто посмотрим, что будет. Согласен, то есть не будем пока обольщаться всеми заявлениями Трампа, которые были у него во время его предвыборных кампаний, постпредвыборных, прединаугурационных и так далее. Если бы нам с тобой выдавали по чашке кофе, мы могли бы прямо сейчас начать гадать на гуще, но, по-моему, это не то занятие, которое необходимо. Давай вернемся на наш континент. Европа 3 недели уже находится без транзита российского газа через украинскую ГТС. Если пути выхода из Приднестровского кризиса, потому что
президент Молдовы Санду то заявляет о том, что он не будет препятствовать поставкам какого-либо газа в Приднестровье на Кучурганскую Молдовскую ГРЭС, то сегодня пошло заявление о том, что нет, Молдова не пропустит российский газ в Приднестровье, купленный неизвестно где и непонятно, почему он вдруг стал российским, если он будет поступать там, не знаю, с европейских бирж или откуда-то еще. В начале года были тревожные новости из Азербайджана, где были проблемы с поставками газа с Шах-Денис. Что там еще у нас? Премьер Чехии, да, решил отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Ну, то есть набирается так новостей, и мы же помним и заявление Фица. По-моему, он в ближайшее время там с Эрдоганом встречается. Помним, что Эрдоган, турецкий поток, Словакия, газ, Украина. Ну, то есть такой клубок европейских новостей, которые я тебе предлагаю там по одному разобрать. Ну, давайте попробуем. Я предложил начать с Приднестровья, потому что ситуация там по-прежнему остается тревожной, по-прежнему график аварийных отключений по 5-6 часов в день, население еще и без электроэнергии, мало того, что тепла не подают, по-прежнему работает только угольный блок, один из 8 имеющихся, по-прежнему выработка на молдавской ГРЭС 100 мегаватт, но подключились предприятия на территории Приднестровья, вроде бы сумели довести общую генерацию до 130 мегаватт, но поскольку не подается тепло, разумеется, пошел очень серьезный расход электроэнергии. Людям надо чем-то отапливаться. Если в сельской местности можно какие-то печки еще придумать, то если ты живешь в многоэтажке, на 8 этаже печку не поставишь. Ну и вот я тебе хочу сразу дополнить по последней вот информации, которая сегодня была опубликована у нас на ресурсах «Спутник». Имеющегося запаса газа при существующем расходе Приднестровья хватит на 11 суток. Ну, у них запас на территории Приднестровья подземных хранилищ газа нет. Запас – это то, что оставалось в трубопроводах. Точка. Соответственно, еще и приготовление пищи тоже станет вопросом, тоже повысит спрос на электроэнергию со всеми отсюда вытекающими. Да, президент Приднестровья побывал в Москве, была договоренность о гуманитарных поставках, то есть никто не спрашивает, откуда берется газ в трубе, газ просто приходит и пользуется. Если внимательно прослушать выступление Красносельского, там абсолютно четко звучат слова, что объем поставок газа будет таким, чтобы хватило вырабатываемой электроэнергии для Приднестровья. Точка. Напомню, что молдавская ГРЭС, это, ну, там, естественно, нельзя назвать одну цифру, до 80% при пиковом спроса на электроэнергию в Молдавии, когда нет такого большого запроса, порядка 70%, ну, то есть более чем серьезно. Но традиционный маршрут поставок газа на территорию бывшей Молдавской Советской Социалистической Республики 2,5 миллиарда кубометров, из них порядка 2 уходило на молдавскую ГРЭС с тем, чтобы и Приднестровье было обеспечено электроэнергией, и Молдавия. Альтернативный вариант – это поставки газа из Румынии. Других трубопроводов в Молдавии просто нет. Там другой диаметр, другие возможности. 1,5 миллиарда кубометров, я говорю о годовой, разумеется, транзитной мощности. Вот отсюда, видимо, такое ограничение есть, тем более, что Россия это делает за собственный счет, а это не только покупка самого газа, но и оплата всех транзитных услуг. Соответственно, газ будет приходить в таком объеме, чтобы решить вопросы, которые стоят перед Приднестровьем. Молдавия решила, что свои проблемы она сможет решить самостоятельно, без всякой российской помощи, не помощи, прекращены поставки и прекращены. Там тоже, ну, как в Европе принято, правая рука не должна знать, что делает левая. Если мы говорим о руководстве компании «Молдова-Газ», которая, собственно говоря, была партнером «Газпрома», там ответ совершенно четкий. Да, долг есть, мы видим все бухгалтерские платежки, мы помним, как мы пользовались формулами цен на газ. Да, все на месте. Если мы говорим о руководстве Молдавии, да никакого долга нет, у нас вообще все в полном порядке, нам осталось 2 копейки вам отдать, мы в полном расчете. Потому что мы приглашали аудиторские компании, которые нам тут все сосчитали. Ну, коллега Александр Фролов уже предложил вариант.
у вас есть долг перед банком, вы его не можете отдать, но приводите с собой какого-то человека, которого в банке первый раз видят, и говорит, вот это мой аудитор, он сосчитал, что я вам должен 5 рублей, вот ваши 5 рублей. Ни с кем не согласовывались эти компании. Какой аудит они проводили, на основании чего они проводили, никто не знает. Ну, речь не об этом. То есть, долги долгами, а сейчас ситуация не до выяснения, кто прав, кто виноват, какой был размер штрафа, сколько пеня и прочее, надо людей спасать. Напомню, что промышленность Приднестровья лежит на бочку, кроме предприятий жизнеобеспечения. То есть, хлеб выпускаем, больницы более-менее запитаны, как-то вот, с 5-6 часовыми графиками отключения как-то все это не весело. Обещание, которое давала Санду Молдавии, это же должность, правильно понимаю, давались в присутствии людей из ОБСЕ. В свое время был согласован механизм жизни для Приднестровья. Приднестровье не имеет прямой границы с Россией, поэтому поставки какой бы то ни было продукции в Россию сложновато. Можно поставлять в Европу. Да, сказала Европа. Деньги как получать? Вы нас не признаете? Что мы делаем? Пусть ваши предприятия открывают счета в молдавских банках, получают деньги, совершенно спокойно пользуются. Тут же было контрмеры со стороны Молдавии, как счета были открыты, так и закрыты. То есть для Приднестровья все крайне занимательно. В присутствии ОБСЕ нам нужно, чтобы Молдавия пропустила тот газ, который пойдет в качестве гуманитарной поддержки со стороны России. Да, конечно, никаких препятствий не будет. В качестве контрагента Тирасполь Трансгаз не имеет права выходить на европейские биржи, чтобы это не было закупать. Нужно какое-то юридическое лицо, которое имеет право это делать. Частная компания, имеющая все лицензии на такую деятельность, Санду Молдавии заявляет, что газ должен идти только через Молдову газ. Поскольку делегация ОБСЕ уже уехала, уже можно. Ветер поменялся, там, солнце выше, ниже и так далее. В Приднестровье удивились, но закончились выходные. Тирасполь сказал, да, пусть это будет Молдова газ. И сейчас шар в очередной раз на стороне города Кишинева. Что они там решат? То есть, вот вы придумали дополнительные условия? Да, хорошо. Ну, что теперь? Ну, и с учетом реалий, с момента поступления газа в энергосистему Приднестровья до момента выхода всего оборудования на 100% мощности, то есть, чтобы и тепло в дома пошло, и электроэнергия всем потребителям, 2-3 дня тоже надо. То есть, ситуация по-прежнему такая подвисшая в воздухе.